Всем привет! С вами автор сообщества SGRC Free. Меня зовут Антон. И у нас сегодня на обзоре новинка квадрокоптер SGRC F11S3 XR. Вот так долго мы его ждали. И наконец-то он появился. Ну, по факту, квадрокоптер, эта новинка появилась еще в феврале этого года. Но на нашем рынке в России вот их буквально на этой неделе только привезли. Ну и у меня же сразу же для вас на обзоре этот коптер. По цене сориентируйтесь самостоятельно. Я думаю, интернет еще у всех работает. Ну, хотя бы наши сайты зайдете, глянете, почитаете. Сравните, надо вам, не надо. А в данном видео просто я вам распакуем вместе и я вам его продемонстрирую. Ну, давайте начнем с упаковки. Упаковка классическая. Также все в коричневом, в эко-стиле. Да? Ну, все-таки это брендовая компания, и поэтому упаковка соответствующая. Так, ну давайте, что у нас с другой стороны есть? QR-кода, это для установки приложения фирменного. Но я рекомендую на самом деле скачать и установить мое приложение, SGRC Free называется. Для этого дрона как версия iPad есть, можно даже, если у вас обычный пульт проводной, то можно версию SGRC Free обычную установить. И то приложение отлично работает с данной версией дрона. На обратной стороне стандартная также идет инструкция. Коротко, все на английском, что как заряжается, что можно, кому нельзя, детям до 3 лет и так далее и тому подобное. Классический серебристо-серый цвет. Ну, по факту это просто такой темно-серый будет идти. Указана модель, которую вы купили. Внимание, да, здесь всегда пишется модель. То есть F11S3 XR это в данном случае. Есть также версия еще Pro. Pro это идет с обычным пультом. Ну, для демонстрации, забегая вперед, да, то есть это вот с таким пультом, это Pro пульт. Если у вас такой пульт, то это XR пульт. Ну, дальше там всякие стандарты сертификации. С другой стороны идет кратко возможности, то есть фото 8К, видео, естественно, в 4К, там GPS, стабилизация, все дела. Ну, возвращаемся обратно к лицевой части, где изображен сам квадрокоптер. Изображен все четко, кстати, китайцы делают, все красиво, все как здесь есть, также и в реале будет идти. Действительно, изображение очень хорошее, качественное. Я бы даже был бы не против найти исходник этого изображения. Также на коробке сразу рисуется, в какой комплектации у вас будет идти квадрокоптер. Тут прям нарисован пульт XR, либо, как я вот несколько минуту назад показывал, прошка, проводной пульт. Ну и сама модель указана. И здесь же также указано, что он имеет уже трехосевой подвес, камеру 8К, но это для фото, как мы уже знаем. Есть, соответственно, датчики стабилизации высоты положения дрона. Их там даже целых 2. Самое интересное, это первая модель дрона в серии SGRC компании, которая заявлена на дистанцию полета до 10 километров. Ну, по факту, если там рассчитать математически и зная возможности SGRC, я думаю, он все 15 пролетит. Ну, хотя бы 13-14 точно пролетит. Тем более на усиленной батарее, которая здесь. Но об этом позже. Ну, вся остальная информация неинтересна. Ну и здесь еще сверху опять же указана модель и все, что мы уже видели с вами на главной страничке, так сказать. Давайте распакуем. Не будем тянуть, затягивать ролик. Я думаю сделать этот ролик, так сказать, не длинным, а покороче, но зато самое важное показать. Внутри нас ждет еще одна белая упаковочка. Если ее, соответственно, достать, и вот такая чудо-комплектация вас будет ждать уже внутри этой коробочки. Не стал показывать, естественно, я вам процесс полностью распаковки этой коробки. Ну, смысла нет, я думаю, и так всем понятно. Классическая сумка на сегодняшний день уже. То есть удобная, хороший материал. Сумка действительно огонь. Брендовая, с указанием на SGRC. Все, мы ее открываем. Внутри нас ждет инструкция. Инструкция на английском языке. Но если перейдете по ссылке в описании под этим роликом, уже как, ну, возможно, около года
Есть уже инструкция на русском языке, подготовленная лично мной. Я каждой модели выпускаю инструкцию на русском языке. Можете скачать и, соответственно, ознакомиться. В комплекте будут эти запасные лопасти. Там внутри есть ключик, так что вам никакие отвертки, ключики дополнительно иметь не надо. Кабель для зарядки, соответственно, док-станции. Запасные стики еще внутри для пульта. Также еще будет идти у вас такой вот чехольчик, классный, фирмовый. Это в нем хранится сам пульт. Очень классно, очень нравится. Внутри вообще, прям посмотрите, какой мягенький. Единственное, немножко пахнет китайцами, но это нормально. Еще в одном кармашке будет у вас идти в комплекте, как говорится, пояс через плечо. Ну, из комплектации все. Там, да, батарейка внутри, только не в такой коробке будет идти, а она прям в дроне вставлена. Ну, если у вас комплектация, вы покупаете с двумя батареями, то вторая будет у вас либо в коробке, вот так, либо отдельно в пакетике. Ну, скорее всего, отдельно в пакетике. Ну, это что касаемо сумки. Вот еще раз, пожалуйста, сумочка действительно огонь. Дальше, что вас ждет, это док-станция. Опять же, это впервые в этой модельке, ну как впервые, очень давно, лет так где-то 7-8 назад, SGRC уже пыталась внедрить док-станции для заряда своих батарей. Ну, как-то они не прижились, они резко пропали. Ну, видимо, дорого на тот момент это было выпускать. Теперь уже солидно сделать такую станцию. О ней немножко буду позже рассказывать. Действительно, очень крутая вещь. Вот такого плана. На 3 батареи. Пульт. Ну, уже всем знакомый модель XR. О нем тоже позже поговорим. Ну и сам квадрокоптер. Ну что, давайте тогда перейдем к самому важному. Это о самом квадрокоптере. Вот такого плана. Что мы имеем? Во-первых, наконец-то я очень рад, что бренд SGRC вернулся к своему дизайну и самую топовую версию F11S3 сделал в стиле серии F11. Ну, во-первых, этот дизайн действительно многим, большинству нравится. Он напоминает чем-то чужого своим дизайном, видимо. Если F22, его еще называют циклопом. Что нового, да, и в принципе важного? Я думаю, многие уже, те, кто знакомы с данным квадрокоптером, смотрели также мои предыдущие видео, анонсы. Во-первых, дрон стал больше и тяжелее где-то приблизительно на грамм 60, там даже больше, на грамм 70 с копейками. Но это все объяснимо. Во-первых, он стал больше, шире, то есть в отличие от предыдущего F11. Где-то примерно меньше сантиметра, там на 7-8 миллиметров он шире. Лучи также у него больше, ну, длиннее, чем у F11S предыдущий, да, так сказать, его отец в этом плане. Подвес трехосевой, ну, это уже последняя модель, так сказать, подвесов, которые используются во всех новых дронах компании SGRC. Не имеет завала горизонта, даже зимой при минусовой температуре воздуха, погоды отрабатывает отлично, претензий к нему нет. Картинка стала лучше, картинка даже ночью стала лучше, то есть уже можно снимать и в ночное время. Да, понятное дело, мы не забываем, что это бюджетный все-таки класс квадрокоптера. Мы сейчас не берем цену, мы берем именно класс принадлежности данного квадрокоптера, бренда. Это все-таки считается бюджетной компания, бюджетные квадрокоптеры. Просто из экономических таких нюансов цены не самые презентабельные. Ну да ладно, мы не об этом, давайте поговорим о квадрокоптере. Так вот, камера, возвращаясь к ней, да, трехосевая, качество выше. Если в целом сравнивать с предыдущими моделями, то она полностью такая же, как в F22S3 Pro. То есть разницы никакой, и забегая вперед, скажу сразу, по качеству съемки, видео, фото, все одинаково. Дальше. Все ждали, что в этом дроне появится 4 датчика обнаружения препятствий. На мой взгляд, к счастью, они не появились. Это муляжи, что сзади, что спереди.
То есть китайцы пока не стали внедрять, что-то у них там то ли не получилось, то ли еще что-то, то ли это удорожание приведет. Хотя это копеечная технология, ну, та, которая используется в подобном бюджетном классе дронов во всех там MGX там, и тому подобное. Не стали делать, и хорошо. Ну, почему? Посмотрите мои предыдущие там ролики, найдете ответ. Потому, ну, если коротко, датчики бесполезны. Ну, вот честно, бесполезны. Они больше мешают, чем приносят пользы. Но место под них осталось, значит, в следующих версиях, скорее всего, добавят датчики. И будет вся разница именно только в этом. Дальше. Лучи. Дизайн напоминает, я думаю, многим обычный безрепитерный F11 4K Pro. Главное теперь их не путать. Ну, по внешнему виду, я думаю, дрон уже не перепутать будет идти. Вот, лучи больше. Моторы, как заявляет производитель, стали 1808 моделей. Были до этого 1806. И появился еще такие отверстия технологические в каждом луче. Забегая вперед, скажу, это просто для звука. Ну, может быть, плюс охлаждение какое-то пассивное. Но вообще этот дрон поддерживает функцию поиска. То есть он в приложении нажимаете, издать звуковой сигнал, он начинает пищать. Громко, на самом деле, очень хорошо пищит. То есть в кустах его будет легче найти. Снизу, что мы видим? Ну, давайте сбоку сначала. Флешка переехала. Раньше, если вы помните, флешка была вот здесь у дрона. Теперь она с другой стороны. Здесь такая ровная поверхность. И вот у меня уже вставлена флешка для примера. То есть вот отверстие, вставляем. Мне сначала показалось, что она достаточно сильно торчит в дроне. Но раньше типа было нормально. Я посмотрел все предыдущие модели дронов, у меня все есть. Оказывается, во всех торчит. То есть это ничего плохого, все нормально, все было так же. Снизу нас ждет, ну, охлаждение, пассивное, классическое, стандартное отверстие для охлаждения. И самая главная новинка, здесь стоит теперь кулер, то есть активная система охлаждения. Кулер достаточно тихий, но и при этом достаточно мощный, по первым впечатлениям. Плюс в приложении есть дополнительная кнопка «Включить кулер», он тогда там вообще на максимальных оборотах начинает крутить. Ну, и тогда звук уже достаточно громкий, слышно его. Тоже разберем в следующих видео это квадрокоптер, как и пульт, как и все остальное. И посмотрим, что там за вообще комплектующие. Дальше. Фонарик, состоящий из двух светодиодов. Это уже тоже классика с F22 серии. Перелезло все сюда. И два оптических датчика, которые также определяют высоту, положение дрона. Ну, то есть он более стабильно висит на одном месте. Летные характеристики тоже будут, это чуть в следующих видео. Сейчас у меня погода не позволяет, и, к сожалению, там, по-моему, в течение недели погода не позволяет. Ну, постараюсь все же полетать, найти момент более сухой солнечной погоды. Ну и все, сзади дизайн остался прежним, ну, опять же, те же две пустышки. И можно уже переходить дальше по квадрокоптеру. Что у нас здесь дальше ждет? Это его батарея, ну, естественно, одно из самых важных, да, наверное, в дроне, это батарея. То есть внутри дрон так выглядит, вот можно будет посмотреть все. И сама батарея. Батарея стала больше по размеру, шире стала, длиннее стала. По высоте, по-моему, плюс-минус такая же. Производитель заверяет в батарее 3,5 мА. Она с тремя ячейками идет. 3 банки используются. Но, сразу говорю, у китайцев возникли проблемы сертификации своей новой линейки модели F11S3 и, соответственно, сертификации своей батареи. Они продолжили использовать старые, так сказать, наклейки, информацию, сертификат и указывают здесь на 3,5 мА. По факту батарея на 4200. Я уже даже вчера замерял, там действительно плюс-минус около 4200, просто у меня я еще ее не разряжал до конца, не заряжал, чтобы посмотреть более точно. Ну, по первым впечатлениям она действительно больше. Плюс я уже ее разобрал, сейчас я вам покажу. Да, я специально взял дрон сразу с двумя, ну, вторую батарею отдельно докупил, пришлось еще потратиться денег. Кстати, цена на батарею не такая уж и большая, рекомендую взять сразу с несколько батарей. Так вот они пишут, да, здесь также вот 3500, там, если что, все размеры есть. Вся информация просто скопирована с серии F22 батареи. То есть размеры,
емкость, да, там и там, миллиамперы. А батареи существенно различаются с F22 серии. Во-первых, они длиннее, здесь около 10 сантиметров она я там замерял, там, где-нибудь здесь на видео, если что, вынесу дополнительную информацию более подробных о ее размерах. То есть батареи больше, шире, и в F22 уже не вставляется. То есть ее использовать в модели F22 невозможно. А это самый главный минус, потому что я надеялся, что эту батарейку можно будет в F22 вставить, и вообще прям будет сок. То есть и там, и сям, и... А нет. Но есть еще и второй, так сказать, недостаток. Ну как недостаток? С одной стороны это преимущество, с другой стороны для нас, халявщиков, недостаток. Эти батареи, даже если бы она влезла, она бы не сработала на F22. То есть у нее принцип работы, ну там контакты поменял производитель, поэтому она не работает на других дронах. Ну, если вот внутри посмотреть, здесь еще такая плата, достаточно уменьшенного размера, раньше были больше. Но это тоже мы все будем разбирать в других видео, более детально все осматривать. Ну, так вот, сам вот так выглядит. В общем, посмотрите. Я думаю, еще вернемся к дрону. Дальше, на чем хотел показать вам, ну, внимание, да, обратить, это док-станция. Вот, наконец-то появилась такая штука. Если честно, я очень рад вот этой штуке. Во-первых, вот ее характеристики, кому интересно, можете почитать, там приблизить, если надо, на стоп, на видео нажать. Ну, они вот так вставляются, и, пожалуйста, можно их использовать. Вот у вас док-станция. В чем ее преимущество? Ну, во-первых, дизайн. Классический, простой вроде дизайн, ничего такого сверхъестественного, но смотрится реально шикарно. То есть дрон уже как будто из класса бюджетного, такой в средние сегменты шагает, уверенными шагами при этом. Красиво смотрится. Вставляем до 3, ну то есть, соответственно, если комбо, мирового плана комбо, да, понятие покупать, то сразу 3 батареи вставляете. Здесь кабель в комплекте, который идет, подключаете и на зарядочку ставите. И батарейки будут заряжаться. Единственное, я уже затестил, есть, возможно, недостаток, да, ну, либо по каким-то технологическим моментам так устроено для безопасности нашей с вами. Батарейки, расскажу, да, батарейки заряжаются, в общем, последовательно. То есть, если у вас вы ставите 2 или там 3 батарейки, сначала заряжается первая батарейка, когда она зарядится полностью, да, то есть вот так, когда она зарядится, вы вставлять ничего не надо, у вас уже будет все вставлено. После первой начнет заряжаться вторая, ну и так далее. После второй, когда она зарядится, начнет заряжаться третья. То есть вот такой момент, то есть это займет время для зарядки, но сразу вас успокаиваю, это не будет сутки заряд идти. Почему? Потому что новые батарейки, они еще с более встроенной системой, так сказать, умного и быстрой зарядки. То есть обычная зарядка вот эта, зарядка батареи, которая, во-первых, более усиленная, на 4200 мА идет, ну, производитель заверяет, где-то за 80 минут она должна зарядиться. Я вчера ее зарядил, на самом деле, где-то за 90 минут, да, 1,5 часа она у меня заряжалась. Но я так обратил внимание, то ли док-станция сначала их разряжает, а потом включает зарядку. Либо мне это показалось, еще затестим в отдельном видео или на канале в Телеграме, переходите, здесь вот будет ссылочка. Там всю информацию ежедневно, там каждый час я какую-то новую эксклюзивную выкладываю. В общем, зарядка идет быстро. То есть в среднем минут там 80-90, да, ну давайте даже от силы возьмем 2 часа. То есть 3 батарейки вы зарядите за 6 часов. У кого есть F5S Pro Plus, я думаю, сейчас всплакнули, потому что там маленькая батарейка, извините меня, на 2000 мА заряжается в среднем 5-6 часов. Одна батарейка, а здесь 3 батарейки за 6 часов. При этом в сумме, тут сколько получится, 12600 мА, ну 12600. Ну как бы не хухры-мухры, извините меня, немало. Так, кстати, если по весу, да, кому-то было интересно, то есть можно замерить, сколько батарейка весит. То есть в основном самый главный вес дрона, который увеличился, естественно, из-за усиленной батареи. Сколько? 273 грамма.
А предыдущие сколько весили? Если не ошибаюсь, 199. Ну вот все вот эти 70 грамм, на которые потяжелел дрон, это вот батарейка. Ну и там плюс грамм 10 за пластик, за 15 он тоже прибавил. Так, ну что еще у нас осталось? Самое главное это пульт. Да? Пульт XR1, также модель называется, но в отличие от предыдущей модели, уже версии, он изменился дизайн антенн. Антенны стали меньше. Ну и, кстати, прикольно, мне вот больше нравится новый пульт. Антенны стали меньше, но при этом толще. То есть вот, тоже разберем, посмотрим, что как все устроено и сравним с предыдущей моделькой XR1. Ну давайте даже вот включим. Я разучился включать. Сейчас он загрузится. Ну, тут логотип компании SGRC, пока загружается. Ничего в нем не изменилось. Также все клавиши, 3 кнопки, то есть переключение скорости, возврат домой. И, кстати, сейчас сразу скажу, для тех, кто будет искать ручной режим, он переехал. С переключения скорости, где мы здесь зажимали, да? Вот сейчас переключил скорость. Он переехал на возврат домой. То есть ручной режим теперь здесь. Также ручной режим теперь работает до высоты 6 метров от земли. Потом автоматически перейдет на автоматику, если есть спутники. Сзади у нас также ждет 2 кнопки, все те же самые. Это программированные клавиши C1, C2. То есть вы можете из меню задать любую задачу под этот дрон. То есть там включение фонарика, там калибровка дополнительная, сброс подвеса, там какие-то еще настройки. То есть их там на самом деле достаточно много. Но в родном приложении почему-то они заблокированы. Ну, не все, но большая часть. То есть вам доступна половина. Там их, если не ошибаюсь, либо 19, либо 20 функций можно задать. То в стандартном приложении около 10, там 9. В моем приложении SGRC Free iPad разблокированы все функции, можно, соответственно, абсолютно любую функцию сюда задать. И очень удобное хранение стиков. С нижней части у нас Type-C зарядка. Также быстрая, тоже пульт достаточно быстро заряжается и поддерживает флешку. Рекомендую сразу использовать какую-то флешку для пульта, потому что собственной памяти у него немного. Там, по-моему, что-то в районе 25 гигов, там 24 гига. Ну, соответственно, какая-то часть занята еще системой дрона. То есть вам там доступно не так уж и много. Там что-то около 15 будет, там 17-18 доступно. Ну и сам экран, вот он включился, я тут уже случайно нажал. Это вот так выглядит стандартное приложение. Естественно, поддерживает уже русский язык, все остальное. Но я рекомендую скачать по ссылке, которая будет в описании. Приложение SGRC Free iPad. Сейчас последняя версия 3.7.6. Самая модная, самая интересная. Что тут интересного, так сказать, в приложении? Ну, во-первых, в отличие от того, что ручной дизайн, все проработано. Добавил темную тему, так сказать, все черненькое, чтобы глаза не выпекали, если дома смотреть. Ну, галерея, все понятно. Выбор квадрокоптера, это если у вас дрон не подключен, сейчас к пульту, вы можете тут выбрать любую модель. Тем более я разблокировал все модели, даже новинки, даже который так на рынок и не вышел. Вообще он вышел и тут же пропал, F11S2. Очень похож на него, но только с двухосевым подвесом. Ну, давайте выберем наш F11S3. Все, приложение, все классно, здесь все режимы есть. Вот тут, кстати, оповещение о потере, надо будет потом переименовать его, красиво назвать режим, потому что здесь трудности перевода, да, так сказать, с китайского. Это как раз, когда мы его запускаем, дрон будет пищать. Ну, в телеграм-группе примеры есть, посмотрите. Так, все, ну, я не буду рассказывать про приложение, я думаю, большинство уже и так скачали его, все знают. Версию прошивку не пишет, там надо сначала к дрону подключиться, а потом выключить. В общем, поменял здесь версия прошивки, ну, так как пульт все-таки другой. Здесь уже 5008 используется прошивка. И как азиатский рынок показал, на некоторых странах, говорят, есть проблема с предыдущими моделями, либо с приложениями очень старыми. Что-то там не взаимодействует. Ну, не знаю, я еще не проверял. У меня предыдущий пульт разобран, сломан. Сейчас я его починю, предыдущую версию, и буду там проверять, смотреть. Вот так в целом. Вот такие вот дела. Не знаю, не хочу затягивать на сегодня это видео.
Хотел по минимуму показать, по максимуму рассказать, все быстро, все четко и по существу. Я думаю, надеюсь, вам понравился этот обзорчик. Так что подписывайтесь на канал, не забывайте переходить в Telegram, ВКонтакте есть, на Рутюбе, на Дзене. То есть, если какие-то проблемы с интернетом, на всех площадках я имеюсь. Ну, а дрон, что дрон? Если, кстати, может быть, забыл упомянуть, да, там про качество видео, хотя вначале рассказал, фото 8К, это на флешку сохраняется, 4К видео, это 2160 точек, да, пи. Вполне хороший там видеопоток, 42 мегабита. Если на пульт, туда сохраняется, или на смартфон, если у вас проводной пульт, то у вас там 720. Но это видеопоток, поэтому на него не ориентируемся. Какие-нибудь примеры, может быть, прикреплю к этому видео, как выглядит видосы, фото. А вообще я собираюсь выпустить отдельное видео, где все это будет продемонстрировано. В общем, всем спасибо и всем пока.